Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу познакомить вас с моим новым помощником, беспроводным пылесосом Xiaomi Dream V11. Моя мечта наконец осуществилась, и хочу сразу вас предупредить, что это не реклама, это мой честный отзыв как счастливой обладательницы, и я решила видео записать в таком формате, типа видеообзора. Вообще я хотела белый пылесос Xiaomi, для меня они выглядят более элегантными, стильными, и у меня уже есть робот-пылесос тоже белого цвета этой линейки. Но когда я начала изучать версии белых пылесосов, оказалось, что они менее слабее и аккумуляторы у них меньше емкости. И плюс в этом пылесосе то, что не нужно держать зажатым курок, а также у него есть электронный дисплей. Но в защиту пылесоса такого цвета хочу отметить, что производитель уверяет, что раз корпус у него выполнен из серебристого пластика, он достаточно устойчив к повреждениям. Мотор у него расположен таким образом, что центр тяжести идеально сбалансирован и руки устают меньше при длительной работе. Также хочу отметить, это шум этого агрегата, можно сказать, он бесшумный. Ну и к тому же я подумала, что раз у меня будет находиться в кладовой, то в принципе на цвет этого пылесоса можно закрыть глаза. Обычно я читаю отзывы на Озон или Валберес, их достаточно много, и ориентируясь на эти отзывы, я ищу, где можно купить дешевле. В этот раз дешевле оказалось купить на Озон. У них там какой-то маркетинговый ход, якобы товар из-за рубежа, поэтому цена будет ниже. Но при отслеживании трека оказалось так, что товар идет со склада в Москве. Но тем не менее цена ниже, чем у других поставщиков. Этот пылесос я купила за 18 690, а обычная цена около 22, но доходит и до 27. Например, в торговых центрах на островках Xiaomi там этот пылесос стоит 26 990. В итоге я заказала на Озон, и этот пылесос мне пришел за 5 дней. Все было запечатано в фирменную упаковку Xiaomi. Каждая деталь была упакована в пакет из прочного материала, который просто руками не порвать, ну и плюс упакована в картон. Таким образом детали между собой не могут поцарапаться. В общем, упаковка на высшем уровне. Что касается самих насадок, то для меня самая любимая насадка вот эта, противоклещевая для мебели. Суперская, мощная, она снабжена электроприводом. Ей хорошо проходиться по матрасу, по дивану, по подушке. За счет плавающей головки она повторяет все изгибы мебели, не пропускает ни миллиметра. Но ей нельзя чистить ковер, пол, она наматывает на себя волосы, и у нее есть вот такая пластиковая защита, которая может поцарапать, например, ламинат. А еще очень важным дополнением к этому пылесосу идет вот такая база, к которой крепятся все насадки. Таким образом, не нужно хранить насадки где-то отдельно от пылесоса в контейнере, которые могут, в принципе, потеряться. Плюс это зарядная станция. Здесь есть сбоку разъем для зарядки, и пылесос заряжается через эти магниты. Но если вы не хотите пользоваться этой станцией, то пылесос можно заряжать напрямую. Мы пока не закрепили эту станцию, хотела вам показать для начала, из чего состоит пылесос. Посмотрите, как удобно и компактно разместились все насадки на одном держателе, плюс пылесос. В общем, ни одна насадка не потеряется. Еще есть вот такая насадка для разных типов полов, будь это ламинат или ковер или керамогранит. У нее достаточно широкая щетка, которая похожа на малярный валик. Она не наматывает волосы, это большой плюс, и к тому же ее можно отстегивать и мыть. У этой насадки тоже есть электропривод, в отличие от обычных пылесосов, и когда ты его включаешь, мощность всасывания увеличивается. Это очень просто проверить на руке. С насадкой очень сильная тяга, без насадки, тяга есть, но она не такая сильная. И, кстати, с таким приводом легче пылесосить, он как бы сам тебя тянет, и ты почти не прикладываешь никаких усилий, чтобы пропылесосить поверхность. Есть вот такая стандартная узкая насадка, она удобна тем, что ей можно проходиться в труднодоступных местах, таких как в диванах, стульях, в машине я ей пользуюсь. В общем, функционал у ней большой. А можно сделать вот так, и вот этой мягкой щеточкой пройтись по углам, по плинтусам. Она защищает от царапин и собирает больше пыли. Еще одна
насадка широкая. Она удобна тем, что ей можно пылесосить потолки, шторы, пройтись по широкой части плинтусов, пропылесосить в кухонных ящиках, ну и использовать ее под диваном. Есть вот такая гибкая насадка. Ей удобно, например, работать в машине. Поставил пылесос и проходишься по всем отверстиям. А также можно использовать ее там, где есть загибы шкафов. Оп, оп. Еще мне понравилось в этом пылесосе, что у него есть пятислойная фильтрация выхода чистого воздуха. И этот пылесос рекомендуется для тех, у кого дома есть аллергики. Для того, чтобы опустошить контейнер, достаточно нажать на эту кнопку, и крышка открывается. Но желательно крышку придерживать рукой, потому что она достаточно резко открывается. А также его удобно чистить. Здесь легко откручивается, достается. При необходимости этот фильтр можно потом заменить, купить новый. И также здесь откручивается, достается, промывается все. И обязательно нужно будет просушить не менее 24 часов. А самое главное, эти детали нужно хорошо высушить. Нельзя, чтобы в самом пылесосе скапливалась влага. Еще мне нравится в этом пылесосе то, что в нем есть электронное табло, интуитивно понятное. Легким нажатием руки можно выбрать один из 3 режимов. Если в вашем доме нет животных, ковров, то можно обойтись первым режимом, эко-режимом. Его хватает на 90 минут. Я использую средний режим. Мне хватает его, чтобы пропылесосить весь свой дом. У нас примерно по полу 50 квадратов. И еще остается половина заряда. Но мебель я пылесошу сначала на среднем режиме, потом на турбо. Вот турбо хватает на 10-15 минут. Но это достаточно для того, чтобы пропылесосить всю мебель в вашем доме. Еще мне нравится в этом пылесосе, что заряд батареи отображается в виде вот такой шкалы. При зарядке пылесоса заряд показывается в цифрах, и также вот этот дисплей отображает состояние фильтров и показывает состояние фильтра, если он засорен. И хотелось бы добавить про курок, его можно не держать, нажав на эту клавишу блокировки. У меня есть большой моющий пылесос, он мощный, но он ужасно неудобный, особенно когда ты его тащишь на 2-й этаж или пылесосишь лестницу. Про детей я вообще молчу, когда они порываются пропылесосить, они отбивали все углы, ножки стула, холодильник. Теперь моя мечта осуществилась. Я считаю, этот пылесос соответствует цена-качество. Если меня спросят, рекомендую ли я его, то это однозначное да, особенно после того, когда ты пропылесосишь и мебель. На ежедневной уборке я использую робот-пылесос, это значительно экономит время и полы всегда чистые. Но при генеральной уборке, когда нужно пропылесосить мебель, тщательно ковры, здесь просто необходим ручной пылесос. Теперь, когда я смотрю на чей-нибудь диван, то я вижу там много пыли и стадо пылевых клещей. И на сегодня у меня было все. Я надеюсь, что помогла вам определиться с выбором. И вообще я считаю, что такие пылесосы должны быть в каждом доме бесплатно от государства. Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Это моя, наверное, самая лучшая покупка после робота-пылесоса и пароочистителя. Мой выбор вам понятен. Пишите в комментариях, какие у вас есть пылесосы. Задавайте вопросы, я постараюсь всем вам ответить. Всем пока! Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие! Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Хочу вас сегодня познакомить